Ну что, герой сегодняшнего выпуска – это российский борец греко-римского стиля, трехкратный чемпион и призер чемпионатов России, победитель Кубков Европейских наций 2014, 2015 и 2017 годов в команде, чемпион мира 2018 года, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, обладатель Кубка мира 2013 и 2017 годов, двукратный победитель и трехкратный призер Гран-при Ивана Поддубного, мастер спорта России международного класса Муса Ивлоев. Муса, добрый день. Спасибо, что нашел время и согласился на это интервью. И, Муса, наблюдая за твоей спортивной деятельностью, поведением в схватках, очень наблюдается и очевидным становится, насколько ты активный и решительный борец. А на последнем чемпионате России по греко-римской борьбе в 2018 году ты одержал волевую победу над Никитой Мельниковым. Расскажи о тактике ведения той схватки и как планируешь свои действия в предстоящих встречах. Спасибо за приглашение. Мы с Никитой уже не первый раз встретились. Поэтому, когда ты именно с ним выходишь, я знаю, что до конца надо бороться, до последней секунды нельзя останавливаться, идти вперед. И так получилось, что в начале схватки я пропустил пару приемов, 4-1 был счет. И мне надо было 4-бальный прием сделать. Если я вытолкнул бы, там балл дали бы. Если я бы назад зашел бы, 2 балла дали бы. Поэтому других вариантов не было. И мы со своим тренером отрабатывали этот прием. И на чемпионате России в финале так получилось, что я сделал и выиграл именно эту схватку за счет этого приема. Скажи, кому-то ты посвятил эту победу? Тренер больше меня радовался, когда я выиграл эту схватку. Поэтому я думаю, своему тренеру, своим близким, все, кто за меня болеет, посещаю свои победы. А именно эту победу своему тренеру хочу посетить. Отлично. А чаще кому посвящаешь? Так, определенно. Никому так, кто за меня болеет, переживает, им посвящаю. Как ты справляешься вот с теми трудностями, когда это возникает, либо с поражениями? Я знаю, что надо идти, не останавливаться. Все бывает в жизни, проигрываешь, выигрываешь, поэтому никакой разницы нету. Если, конечно, когда ты проигрываешь, очень обидно, в первую очередь саму себе как-то не так идет. Но когда выигрываешь, ты доказываешь, что ты можешь, и идешь дальше. Вот смотри, у нас в детстве, да, многие родители нам говорят, то, что мы должны быть чемпионами в своем роде, мы должны быть сильными, быть лучше. Было ли у тебя такие в детстве слова какие-то, что-то наставления, или что-то ты выработал для себя, что ты говоришь каждый день себе? Такие наставления мама, папа мне не говорили. Я всегда сам, когда в школе учился, хотел быть первым. Здесь, когда в спорт попал, всегда хочу быть первым лидером в команде, чтобы когда ты выйдешь на ковер, чтобы ты выиграл и чтобы ты стал чемпионом именно на ковре. А в жизни должен быть хорошим человеком. Окружение – это важная часть, особенно хорошим человеком. Это вдвойне приятно общаться. Скажи немного про свою школу, первую школу. Как это было, как это нашла тебя борьба, либо ты ее нашел? Меня отец отвел именно в борьбу. У нас бокс был тоже. Я в бокс ходил до этого. Там чуть подальше надо было ездить. Потом там ближайшее село, там именно греко-римская борьба. И меня отвел именно в секцию борьбы. И оттуда я начал заниматься.
вначале для себя, потом брат переехал в Калининград, забрал меня с собой в Калининград. И там уже интерес появился тренироваться. И там чуть результат показал, все дальше, больше. И потом сюда переехал. Потом уже здесь, когда к Давиду Акоповичу попал, там уже свои цели поставил, задачи какие-то надо решать. Ну, до сих пор, до сегодняшнего дня иду к своей цели. Моя цель – это Олимпийские игры. Расскажи, может быть, о каких-то своих индивидуальных тактиках, либо каких-то приемах, которые ты вывел, может быть, или своим путем, что-то индивидуальное твое привнес в борьбу. Вот об этих каких-то нюансах. Есть ли такие? Я бы сказал бы. Ну, приемы, которые я делаю, я стараюсь на функционалку больше акцент делаю. Когда соперник устает, там, вот тогда пытаюсь приемы делать. Так особо не техничный борец. Ну, большинство у меня школы подходит к саранской школе борьбы. Там именно они руки снизу работают. Поэтому, что я делаю, любой может повторить. Вот эти приемы, которые я отрабатываю. Такого ничего нету сложного. Скажи, а нужно ли стремиться к победе любой ценой, или все же она должна быть достойной, честной? Интересный вопрос, да? Я всегда считал, что надо добиваться любой ценой победы. Ну, когда добиваешься, ну, к сопернику должно быть уважение. Ты знаешь, ну, на ковре мы враги, а за ковром мы друзья, общаемся, дружим. А на ковре, я думаю, любой ценой надо выигрывать. А за ковром нельзя такие вещи делать, чтобы потом тебе обидно было. Чтобы ты, когда вспоминаешь, чтобы тебе плохо было. А на ковре, я думаю, можно все сделать, чтобы выиграть, чтобы тебе руку подняли. А что для тебя развитие? Развитие, я думаю, надо развиваться. Я именно стараюсь развиваться. Борьбой я люблю смотреть тренировочные процессы других спортсменов. Надо, если ты в спорте надо развиваться, чтобы ты на 100% к этому делу, чтобы это дело на 100% знать. А так, помимо борьбы, люблю там, иногда редко очень. Ну, на сборах, когда читаю, я думаю, должен быть человек грамотным. Бесспорно, вот роль тренера, она велика и значительна, в принципе, в любом становлении молодого спортсмена. И ты тренируешься у Кадилова Давида Акоповича. Чему ты научился у каждого из них, у Авакова, Хромова? Я больше всего с Давидом Акоповичем утром, вечером, там, всегда на связи, когда мы не рядом, а большинство мы всегда рядом. Он мне всегда говорит, самое главное, это когда ты на ковер вышел, не сдаваться. Если ты в бою проиграл, он никогда меня не ругает, а если ты просто так вышел, там, просто отдал встречу, вот тогда он может поругать. Самое главное, это до конца идти. Есть, ну, Акопович всегда так говорит, чтобы я не сдавался, чтобы не останавливался. Он мне всегда какие-то свои задачи дает, чтобы я придерживался. Мне всегда мой тренер говорит, с кем есть тебе, кто-то есть тебе в жизни мешает, чтобы достичь этой цели. С ним не общаюсь, стараюсь не общаться, по крайней мере, не встречаться, но не находиться с такими людьми. А что является для тебя, может быть, примером для подражания? Есть ли кумиры? Кумиров нет в спорте. Раньше любил смотреть, как мой старший брат боролся, Назир Манкиев. Мне очень нравился, как он боролся, как он выходил на схватку до последнего. Он тоже не техничный борец, но когда ему там надо было брать балл, он делал все для этого, чтобы взять этот балл.
Ну, Маулят Батыров мне нравится, Вольник тоже. Очень технично, интересно боролся. Вот за ним большинство наблюдаю. И до сих пор, до сегодняшнего дня всегда смотрю их схватки, нахожу в интернете. Мне очень нравится, как они борются. Перенимаешь что-то для себя? Именно у Назира. Назир мне всегда звонит до сих пор, переживает за меня, болеет. Он всегда мне говорит, когда ты выходишь на ковер, Муса, или ты должен умереть, или ты должен вот так настраиваться, говорит. На турнире Гран-при Грузии 2018-го вы в финале одолели колоритного грузина Надрашвили Риваза. Легко ли далась победа? И там я первую встречу очень сложно отборолся. И вот так вот потихонечку набрал и до финала. И в финале, как вы говорите, с ним мы встретились. В первом периоде я его выиграл. Как-то так получилось, что пару приемов сделал и 7-0 счет был. И в конце надо было еще раз включиться и я вытолкнул и выиграл. Там до конца первого периода оставалось 10 секунд. А победа в полуфинале чемпионата мира 18-го над Артуром Алексаняном. Правильно? Так же ли далось легко? Не, с Артуром то же самое, как и с ним настраивался одинаково, никакой разницы нет, что он там олимпийский чемпион, там, у него такие достижения, трехкратный чемпион мира, по-моему, да. В прошлом году меня выиграл. Я целый год готовился к этому встрече. Там, хотел в Каспийске взять реванш, но не получилось, я другому проиграл. Он там стал чемпионом Европы. И здесь так получилось, что мы встретились в полуфинале. Я знаю, что никакой борец просто так ничего не отдаст. И поэтому я вышел на 6 минут. Я знал, стойки надо давление делать, как мне тренер мой сказал. А в партере надо прием обязательно сделать и саму оставить. У него коронный прием это в партере. И когда я отстоял, я думаю, он уже морально сломался. Он всем делает этот накат, я ему не дал. Я очень много над этим работал, готовился, хотел сильно взять реванш у него. Так получилось, что в этом году я выиграл. В следующем году будем еще дальше, больше работать, двигаться дальше. На чемпионате мира 2018-го ты победил и стал чемпионом. Какие у тебя внутри ощущения? Ничего такого не было, неожиданного для меня. Я и мой тренер, мои близкие, готовились к этому. И когда я выиграл, ничего такого не ощутил. Когда ты делаешь все для этого, ты не просто туда поехал, ты уже за месяц, за два у нас уже, когда состав определился, ты не просто туда поехал, чтобы там отбороться. Я уже примерно, как можно сказать, я уже знал, что я должен там выиграть и стать первым. Поэтому никаких ощущений не было, спокойно. Но приятно было, конечно. А бывает, что не можешь рассчитать свои силы, ресурсы во время схватки, и если да, как ты с этим справляешься? Не бывает такое. Ты готовишься 2 раза в день, тренируешься больше всех. Именно наша команда с моим тренером больше всех тренируемся, по-моему, в мире даже. Столько никто не тренируется. Утром, вечером, выходные, не выходные, разницы нет, в любое время в зале. Поэтому, когда ты уходишь на ковер, нет такого, что тебя не хватит. Бывает момент, когда ты не так дышишь, забиваешься. Такие моменты есть. А ты не думаешь, что тебя не хватит. 6 минут бороться. Мы даже на тренировках 6, 7, 8 минут боремся. А там на соревнованиях 6 минут отбороться, оттолкаться. Никаких проблем нету. Именно нашей команде. Бывали ли случаи, когда давал неправильную оценку собственным возможностям, возможностям соперника, сложившейся ситуации? Когда я только в сборную попал, вот тогда я себя недооценивал, по-моему. Мне так говорят мои тренера.
Когда чемпионат мира я проиграл, чемпионат Европы, вот тогда я недооценивал себя, свои возможности. Тогда я мог выиграть этот чемпионат мира. Вот тогда даже мой конкурент сегодняшний, Артур Александян, выиграл чемпионат мира, который я проиграл. Это же чемпионат Европы. Тогда мог выигрывать у них, у любого. Тогда, может, себя недооценивал. Сейчас с этим вопросом нету, все в порядке. А бывают такие моменты, когда соперник не такой титулованный, и ты думаешь, просто так он тебе схватку отдаст. Но у нас в борьбе просто так никто ничего не отдает, поэтому во время схватки ты перестраиваешься. Есть ли мечты, которые были в детстве, например, и уже реализованы сейчас? В детстве, когда я уже борьбой начал заниматься, тогда, вначале никаких целей не было, но мечта еще не исполнилась. Я думаю, еще 1,5-2 года до мечты осталось. Моя цель, моя жизненная, это Олимпийские игры. Скажи, какая самая главная опора и ценность в твоей жизни? Мои родители, мои друзья, близкие, братья, сестры мои. Давай поговорим о молодых спортсменах, и какой бы ты мог дать им совет или наставление, может быть? Самое главное – это дисциплина в спорте. Именно я считаю, и что я делаю. Дисциплина должна быть, вера в себя. Ставить цель, добиваться цели своих. Тогда все получится. А как не перегореть на пути к этой цели? Когда тебя такие люди поддерживают, рядом находятся, и у тебя других вариантов нету, перегорай, хоть ты перегорел, не перегорел, надо идти до конца. Если ты даже думаешь остановиться, они тебе не дают останавливаться. Какой самый любимый праздник? Праздников у нас таких нету. У нас всегда тренировки, хоть Новый год, хоть какие-то праздники. Праздник – это когда ты после соревнования выиграл. Соревнования выиграть, если ты правильно выиграл, если сделана работу над ошибками, вот тогда после соревнования ты чувствуешь, что ты правильно сделал, какой я молодец. Вот тогда домой приезжаешь, там с родителями можем посидеть, там друзей могу пригласить. Вот это для меня праздник. А свойственно ли тебе ставить цели на год и вот в конце подводить итоги? Да, конечно, если в следующем году для меня цель это чемпионат Европы, выиграть золотую медаль, именно золотую медаль, и лицензионный чемпионат мира именно в следующем году. Вот эти задачи надо выполнить. А планируешь ли в будущем выступать в смешанных единоборствах? Мне друзья говорят, что у меня получится. Там мне очень нравится наблюдать за этим видом спорта. Так, если только после Олимпийских игр, если вдруг что-то поменяется у меня в голове, вот тогда могу перейти. А так пока еще конкретно так не думал. Но мне очень интересно. Я думаю, у меня получится там. Мои друзья верят в меня. Ну что, я благодарю за интервью. Спасибо еще раз, что нашли время. Желаем, конечно же, побед. Да.
что было все замечательно, прекрасно. Также поддерживали друзья, родные и близкие, и что все складывалось наилучшим образом. Спасибо. Вам спасибо за приглашение.